Добрый день, уважаемые слушатели. Одним из часто задаваемых вопросов является, как обследовать трихологического пациента. Нужно сказать следующее, что проблема выпадения волос она достаточно часто распространенная. Волосы – это своего рода индикатор здоровья организма, универсальный показатель по состоянию качества, по состоянию структуры волос, по состоянию роста. Мы можем судить о здоровье пациента. Существуют разные формы аллопеции. Соответственно, при разных формах аллопеции определенные подборы анализов. Есть понимание стандартного определенного набора. Это 3 анализа. Клинический анализ крови, в котором мы оцениваем степень анемии, степень железодефицита. Гормоны щитовидной железы, потому что они оказывают наиболее прямое влияние непосредственно на структуру, на рост волос, на деление фолликулярной матрицы волосяного фолликула. И достаточно весомым важным показателем является оценка углеводного обмена. Сюда будут входить анализ крови на глюкозу, инсулин, гликированный гемоглобин и С-пептид. Кроме того, существуют формы андрогенной аллопеции по мужскому типу, по женскому типу. Соответственно, у данной категории пациентов нам следует оценить андрогенный профиль. Дигидротестостерон, свободный тестостерон, андростендион, 17-оксипрогестерон. Следует сказать, что каждый организм индивидуален. В каждом организме есть индивидуальные причины и индивидуальные проблемы, в результате которых выпадают волосы. Поэтому те анализы, о которых говорилось выше, это некий стандартный набор, стандартный биохимический чекап, который присущен каждому случаю. Но, кроме того, общаясь с пациентом, работая индивидуально, оценивая, почему у него происходит выпадение волос, безусловно, будут дополнительные какие-то наборы анализов, дополнительные критерии, дополнительные параметры, которые в каждом отдельно конкретном случае будут индивидуально оцениваться. Более подробно о причинах выпадения волос, о формах выпадения волос, о том, как диагностировать, какие составлять чек-апы в каждом конкретном случае. Потом, самое важное и весьма ценным в наших курсах является, как интерпретировать полученные результаты и, соответственно, потом разрабатывать схемы программы лечения для пациентов тоже в каждом конкретном случае. Мы рассказываем на наших курсах по трихологии. Я обучаю методике применения плазмотерапии в эстетической медицине, дерматологии, в трихологии. Наши курсанты, наши студенты – это врачи с высшим медицинским образованием, это косметологи, это медицинские работники. Кроме этого, я обучаю трихологии, начиная с нулевого уровня. У нас подразумевается 2 формата обучения. Базовый уровень и уже непосредственно те, кто прошли обучение, более продвинутый уровень, где мы рассматриваем строение волоса, фазы роста волос, причины выпадения волос, диагностика волос, как решается проблема выпадения волос, различные формы аллопеции и, конечно же, применение методики плазмотерапии в трихологии. Благодарим, что вы с нами.